Приветствую, интеллигенция, и вновь долгожданный пятый выпуск Хорни пародии на Месайта вышел. И да, в нем есть все то, зачем вы ко мне пришли. Сегодня мы отойдем от истории Люси и вернемся к истории Сары. Ее историю, как и ее внешность, обновили. Скоро, похоже, понемногу, и мы вообще не узнаем игру, когда все персонажи получат RTX On. Так вот, напишите в комментариях, какая версия Сары лучше, RTX On или RTX Off. Про Люсю ваши мнения разделились. Некоторым понравился такой стиль, а некоторые хотят вернуть все назад. В следующем видео я тоже также прикреплю ваш комментарий и выпуск, так что пишите, а мы начинаем. В предыдущей серии. В отместку Бенджамину за испорченное свидание, которое оказалось рабочим совещанием, Сара приглашает нас в японский ресторан, после которого мы отправились в ночной клуб. Там была топовая туса, которая переросла в страстный поцелуй дома с его сводной тетей Сарой. Дальше вся любовная линия, построенная на повторении просмотра кино с итогом признания в любви, была переписана. Это, если что, и было частью сюжета третьего выпуска на моем канале, посмотрите. Разработчик решил сделать более глубокое погружение в прошлое Сары. И я говорю вам, мы точно сегодня погрузимся в Сару. Ну, приступим. Нас откидывает на момент, когда мы захотели пить и случайно услышали, как Сара восхищается тем самым поцелуем из прошлой части. Прикидываемся, что мы только пришли и напрашиваемся на посидеть вместе. Сара соглашается, и вот мы уже смотрим телевизор вместе. Да, и я знаю, конечно, что у них не все в порядке с головой, но когда два человека на серьезных щах ночью смотрят фильм на выключенном телевизоре, это странно. Нашему главному герою все хочется подкатить свои яйца поближе к нашей тете, так что он пододвигается и просто кладет на нее руку. Но тут фильм заканчивается и все уходят спать. На следующий день замечаем тетю за уборкой, оглядываем ее и говорим, что готовы ей помочь. Но во время помощи я замечаю, насколько изменилось ее лицо. Как оно вам? Сара дает нам коробку, чтобы самой стряхнуть с нее пыль. Но она рукожоп, и коробка падает, обнажая внутренности. А там лежало ее забытое прошлое. Она была художницей. Так вот, кто нарисовал эти абстрактные картины. Мы уговариваем ее вернуться в это ремесло, но она не хочет. Возможно, ее муж будет против. Да, если кто забыл, ее муж это Бенджамин, тот еще мудак. Ну, мы как благородный рыцарь, но в хентайной игре пытаемся во всем ей угодить, чтобы залезть к ней в панцу. Секундочку, я заботясь о вас и о вашем времени собрал все сцены клубничного содержания из этой и других игр, чтобы вам не пришлось самим это все проходить. Все сцены вы можете посмотреть у меня на Бусти, а теперь еще и в Трибуте. Возвращаемся. И первым делом мы покупаем артист-кит. Краски, кисти, мольберт и все такое. Заказ приезжает, мы его забираем, после чего при первой же возможности дарим. Она удивляется и спрашивает, почему? Зачем? Но живопись тебе приносила радость, вот я тебе и купил. Наш герой чувствует, как она уже загорелась и предлагает ей рисовать вместе. Она соглашается. Но это должно быть в тайне, так что мы предложили ей рисовать у нас в комнате. А вы помните, чем заканчиваются походы в мою комнату? Люся, Мия. Зовем ее на первый урок рисования. 10 минут спустя. И вот она с табуретом и мольбертом, готовая на все. Ебаш монтаж, и вот она уже сидит на табурете, на которой садимся и мы. Смотрим, как Сара рисует картину. Кстати, похоже, ее видят только подписчики, но это не точно. Так что, если не подписался, то бегом исправлять. Мне немного осталось до 20к. Ну, прям чуть-чуть не хватает. Нам доверяют часть мольберта и говорят, рисуй. И вот я и Сара водим по пустому холсту. И это снова очень похоже на то, что у них не все в порядке с головой. Но спустя какое-то время проявляется рисунок. Я все еще не понимаю, что это, но наша тетя Сара говорит, что неплохо так получилось, go next катку. Next день. Снова зовем ее и во время рисования замечаем на ее лице краску. Стираем и видим, как лицо Сары растягивается в удивлении. На следующий день уходим качать свои биг-мышцы в тренажерный зал и возвращаемся назад, чтобы позвать Сару на очередное художественное собрание. Но Сары у себя в комнате нет. Пытаюсь зайти в свою комнату и врезаюсь в невидимую стену. Допустим, я не замечаю Сару, сидящую за дверью. Допустим, я не замечаю невидимую стену. Ну, допустим, мы пишем ей смс-ку, но она нам не отвечает. Тогда мы повторно заходим в комнату и удивляемся тем, что Сара сидит и рисует без нас.
Я спросил, откуда такая одежда, и ей оказалась старая форма, в которой она рисовала, когда была молодой. И она так достаточно хорошо на нее налезла. Мы садимся и снова рисуем невидимой краской. Невидимый рисунок. В это время тетя говорит, что у нас, похоже, затекла рука, и она готова нам с этим помочь. И вот уже она рисует нашей рукой, и напряжение между нашими персонажами только растет. А может и не только напряжение. И тут в комнату заходит Лиза. Кстати, единственный персонаж, которого почти не раскрыли. У нее маленькая грудь и небольшое тело, но я уже вижу по артам, что ее, похоже, изменят. И грудь сделают большой. Ну, такое себе. Разработчик, может, не надо? Надо соблюдать разнообразие. Люся с большой грудью, Сара средней, а Лиза с маленькой. Напишите ваши комментарии. В общем, Лиза спрашивает, не трогала ли мама ее 18+ посылку, которая должна была приехать с Озоны. Сара говорит, трогала, но не открывала и сказала, где она лежит. Лиза, конечно, делает жим-жим попой от того, что мама могла открыть ее посылку. Похоже, Лиза взрослеет и покупает игрушки интересного содержания. Лиза уходит, и Сара говорит, что наша комната уже не особо секретное место, но мы будем продолжать рисовать и дальше. В один из дней спускаемся на кухню и садимся кушать с семьей. Подходит Сара, дает нам еду и тоже садится. Бенджамин говорит, что заметил, насколько счастливее стала Сара, и похоже, он этим не особо доволен. Люси тоже замечает, а Лиза выдает базу. Может, это из-за того, что мама снова начала рисовать? И тут Бенджамин выдает такое. Так вот, почему в последнее время дома такой беспорядок. Бля, сказать такой женщине, которая убирается постоянно, равносильно смерти. Но она стерпела. И знаете, чем дальше заходит история, тем она становится страшнее. Абьюз Бенджамина проникает все глубже в голову Сары, и ее эмоциональное состояние уже нестабильно. Позже подходим к Саре, и она спокойно отвечает, что все нормально, но теперь нам надо подождать до завтра. И раз Бенджамин уже знает, то можно рисовать где угодно. Но может ли она рисовать у нас? Соглашаемся и идем ждать next дня. Садимся к Саре и уже не рисуем, а смотрим, насколько наша тетя хороша. Она просит нас не пялиться на нее, мы в ответ берем краску и фигачим кисточкой ей по лицу. Она в ответ фигачит нас, мы снова ей отвечаем, она смеется и как в лучших гаремных аниме толкает и случайно падает на нас. На ее лице читается шок от той близости, в которой мы оказались. Я коротким взглядом осматриваю ее и вижу, как она собирается поцеловать нас. Но, одумавшись, извиняется и слезает. Кстати, вы все так же можете писать комментарии, что хотите изменить или добавить. Я попрошу разработчика снова посмотреть это видео и почитать комментарии. Ночью мы спускаемся к Саре, смотрим ТВ, и ее клонит в сон, и она засыпает. Берем ее и несем в спальню, в ее спальню. Очередным вечером фильм оказывается настолько скучным, что наш главный герой залип в телефоне с молодыми полуобнаженными тянками. Сара это заметила и выхватила его. Главный герой против и пытается телефон отобрать обратно. И снова, как в лучших аниме, мы падаем на нее и случайно рукой попадаем на мягкое. Но раз такая ситуация, мы целуем ее и идем спать. Но по дороге происходит это. И это. В кровати наш главный герой корит себя за то, что целовал ее. Все плохо, как я так мог, я могу ее потерять и все такое. Бред. Дальше идет часть сюжета, про который я говорил в прошлой части. Видим уставшую Сару, говорим, что она будет нашей, и мы не хотим ее оставлять Бенджамину. И прямо за спиной у ее мужа наши голубки целуются, и Бенджамин это слышит. А что будет происходить в этой ситуации дальше, вы узнаете в третьей части обзора. А мы идем дальше. Но тут резкий поворот сюжета. Мы слышим крики. Через замочную скважину видим, как Сара орет на Бенджамина, что, возможно, это он ей изменяет. И из-за этого мало времени уделяет на свою жену. На что Бенджамин орет на нее, что она сидит дома, рисует, убирается, моет посуду и ничего больше не делает. А я такой хороший, я работаю. Она посылает Бенджамина, а мы убегаем к себе в комнату. Но спустя пару минут Сара уже стучится к нам, обнимает нас и говорит молчать, целует нас. Просит разрешения полежать с нами, но молча. Позже она говорит, что ты всегда со мной, ты такой хороший. Хочешь сходить еще раз в ночной клуб? Для справки, она после того, как в прошлый раз напилась там очень сильно, больше не хотела идти с нами туда. Ночь. Сара пишет, что ждет нас в гараже. Заходим и видим ее в изящном платье с большим декольте. Говорим, что она прекрасна.
На машине мы не можем поехать, ведь наша тетя скрытно ушла, ничего не сказав Бенджамину, так что пойдем пешком. В ночном клубе, помимо бага с автоматом для презервативов, ничего нет. Разработчик еще не сделал мини-игру, как мы пьем с Сарой. Так что мы это скипаем и сразу едем домой на такси. В процессе Сара говорит, что Бенджамин ее контролирует, но она не его собственность. Подвигается к нам и целует. И вот они, новые технологии Илона Маска. Машина оказалась без водителя. Заходим домой и... Ту-ту-ту-ту-ту. Бенджамин. Он всю ночь не спал. Звонил Саре, а она не отвечает. Она включает режим покорной жены и уводит Бенджамина наверх. Сверху ее ждет разговор. На утро Сара говорит: все хорошо, я использовала силу жены, некоторые ниточки ему подергала, и в общем, он не против, чтобы мы гуляли время от времени. Наш главный герой ревнует и думает, какие она там ему ниточки дергала. Снова приглашаем ее в ночной клуб, и вот снова новое платье, старая туса, снова скипаем. И вот мы уже в такси. Но похоже, она выпила побольше нужного и зовет нас в гараж. Там продолжаем делать всякое и идем спать. Не поверите, снова клуб, машина, гараж, но на сей раз пьяная Сара просто опускается на колени и шлифует рукой наш лом. Да, лом прямиком в гараже, ночью. Забрызгав маслом всю дверь машины и Сару, идем спать. Это же не наша машина, да и Сара тоже не наша. При встрече я и она говорим, что не помним, что вчера было. Ну, конечно же, я помню. Снова ночь, снова фильм. Этот кусочек тоже был в третьей части. Играем с Сарой, ходим к ней каждую ночь, смотрим фильм, понемногу подбираемся к ней. Она уже запрыгнула на нас. И вот нам мало. Мы обнажили ее грудь. Сара говорит: ты чё, охуел? Я не могу на такое пойти. Трогать через ткань одно, а без ткани это уже измена. Наш главный герой уговаривает ее, говорит, что я помню, что случилось в гараже. Она отвечает: но тот-то я тебя трогал, а не наоборот. Наоборот нельзя. И вот она предложила идею. Она показывает нам свои дыньки, а мы шлифуем на них свой лом. В процессе натачивания лома выходит Бенджамин и такой: какого фига вы здесь делаете? Но мы говорим, что смотрим фильм. И иди уже спать, дед. Он такой: ок, и уходит. И мы видим, что Саре понравилось, что их чуть не поймали. Адреналин и все такое. На утро мы идем к Саре на кухне, снова целуем ее за спиной у Бенджамина. Он слышит звуки, поворачивается, а мы в свою очередь кладем руку ей на попу, прямо на виду у ее мужа. После чего Сара нас прогоняет. У нее в комнате она нас отчитывает, но мы говорим, что трудно быть рядом с тобой нормальным. И вообще, я хочу тебя. Она говорит: скажи-ка это еще раз. Я хочу тебя. Она поплыла, но не понимает. Ты молод, у тебя есть возможность замутить с молодыми тянками, а я старая и морщинистая. Чисто мое мнение, разраб сделал Сару слишком молодой для таких слов. Ну, сколько тут ей? Лет 30-35. Но если учесть, что у нее две совершеннолетние девочки, то дальше сами думайте, сколько ей здесь. На утро после такого откровения Сара выходит в топе и шортах, вся сияющая. Это замечает Бенджамин и отчитывает ее. Что за шлюпка такая? Слишком откровенная и все такое. После чего разговор меняется на тему пляжа и то, что надо нам всем сгонять на пляж. Опа, нас ждет филлерная серия, как во многих аниме. Ночью у Сары, похоже, немножко пошатнулись нормы морали, и она помогает нашему главному герою рукой. А мы трогаем, что она запрещала. Саре этого было мало, и на следующий раз, когда после клуба мы сели в такси, она хватает наш лом прямо в машине и делает с ним всякое. Наточив его, струя масла проливается прямо на водителя, но всем пофиг. Сцена заканчивается, и вот на утро мы уже кушаем вместе все за столом. Но Саре и этого было мало. И ногой она нас трогает прямо под столом, а также пишет всякое на телефон. И вдруг Бенджамин как заорет: Сара, блядь, какого куя ты не слушаешь, что говорит тебе твоя дочь? В облаках летаешь в последнее время, это все из-за живописи? И эти твои наряды, объясни, что с тобой случилось? Ходишь по улице, светишь своими формами, ты взрослая женщина, ведешь себя как будто тебе 20. Блин, ну... Тут он же и меня достал. Что плохого в том, что твоя жена расцветает и выглядит еще лучше? Ему надо пользоваться, наоборот, этим в его-то года. Я не стал это терпеть и влез в их разговор, тем самым заступившись за Сару. Он орет: это моя жена, это мой дом. Нет, ну я не стал это терпеть и послал его нахуй. Но нас останавливает тетя, и мы замолкаем. Она говорит, что да, я рассеянная и все такое. Но дочери ее поддерживают и говорят:
Ты лучшая, мама! Бенджамин не выдерживает такое и уходит. Главный герой подошел к тете и спрашивает: все окей? Я изменилась. Я наконец-то стала свободнее. Но, похоже, для такого токсика, как Бенджамин, это слишком. Не может смириться с независимой женщиной рядом. Изначально я не понимала, насколько я зависима была от него. Но ты показал мне, что моя ценность не в том, что я посудомойка. И сегодня я поняла, что он слаб, и агрессией прикрывает свою неуверенность. Но ты показал, как нужно ухаживать за девушкой. И вообще, ты защитил меня. Так что давай, снимай свои штаны. Твой лом требует за такую награду. И ничего не успев сказать, она уже полирует его. Так что, парни, слушайте. Делайте хорошо девушке, и она сделает хорошо вам. И как вишенка на торте, после нескольких дней отдыха от Сары, она пишет нам и говорит: какого фига ты не приходишь ко мне? У меня уже все чешется. Иди, помоги мне с посудой. Моем посуду, и к нам подходит Сара. Стягивает с нас штаны, и прям за спиной у Бенджамина снова полирует нам лом. Бенджамин смотрит на это и, похоже, видит, что происходит. Иначе как можно объяснить такой ракурс и его невозмутимое лицо на это? Нам говорят: хороший мальчик, и обновление заканчивается. Разработчик сказал, что следующее обновление тоже будет направлено на Сару, и что там будет нечто большее.